Мы приехали в деревню Баруны на белорусско-латвийской границе. Здесь живет 140 человек. Это самодельные палки? Да, это сын мне сделал. Я его попросила, я говорю, сделай мне, чтобы я могла... Собачка, ты мой красавец, это не моя собака. Я вечером в 5 часов выхожу и вот так гуляю. А сколько гуляете-то? Ну вот, полчаса, час, как когда. Вы за здоровый образ жизни? Да, да. А в интернете сидите? Да. А что, читаете новости? Ну нет, сильно много нет, я больше общаюсь с детьми. А через что общаетесь? Вайбер. По вайберу переписываетесь? Смотрим друг друга. А, видеозвонки? Да, видеозвонки, да. Некоторые старые здания люди выкупили, отреставрировали и теперь живут там. Это бывшая библиотека. Ее купили на аукционе за $1000. Это же раньше была библиотека. Она была на аукционе, продавалась. Купили и переехали. Откуда переехали? Муж минчанин, а я безврасла. Молодые. Обычно все наоборот. Обычно пытаются уехать. Вот из таких мест. Не, наоборот, лучше в деревне. Ребенку лучше в деревне. Свежий воздух, природа. Кто гулять ходит на улице с детей? Все в интернете. А на улице все выходят только в деревню гулять. А как часто в Латвию ездите? Ой, сейчас как-то пореже. Ну, так раз бывает, раз в месяц, там, 2 месяца. Ироничник будет, да. Приезжают мои родственники. Нравится, что колбаса мясом, говорят, пахнет. Ну, вообще продукты намного. Они приезжают, закупают продукты тут. Как родственники приезжают, говорят, вам хорошо жить. Во-первых, у вас сохранились колхозы. У вас хорошее правительство, хороший президент. Вот, вы все такие доброжелательные, вы всегда улыбаетесь. Вы никогда не бываете злые, здесь люди не бывают злыми. То есть у вас вот хорошая атмосфера. Я по гражданству с Латвии. Тут бабушка жила, это его дедушка, мать отсюда из Белоруссии. Ну, там все начало разваливаться, ну и переехали сюда в колхоз работать. Обычно как-то наоборот. Ну, бабушка так сказала, приезжайте, все, живите. Мы из Латвии. В 80-м году мы сюда приехали. Ну, мы сами, когда жили в Силано еще, и работала я там, мы сами приезжали иногда за покупками в Белоруссию сюда. Я покупала детям, у меня 3 детей было, белорусские сказки. На белорусском языке читала, глазами читала белорусский, а им говорила уже на русском языке. Как-то белорусский, он доступен каждому, понятен язык. А часто ездите? В месяца 2 раз вот так еду, да. Не езжу, брат приезжает сюда. А когда были последний раз там? В 93-м году как уехал, так и там еще не был. Выбрал, вот у меня виза выбрана, я могу ехать. А часто ездите? А я вот выбрал в июле месяце, я еще ни разу не был. Наверное, была последний раз в Союзе, когда был еще свободный въезд. А так... Граница находится там за лесом. 7 километров до Урбан. Пешком нельзя, только на машинах, потому что нет пешеходных проходов по тротуарных таких. Когда-то здесь была школа, ФАП, библиотека, магазин и многое другое. Сейчас здесь остался только ФАП и центр круглосуточного пребывания. Это что-то вроде пансионата. Если что случится, примут в пансионат, досмотрят нас. Так что, в пансионате там очень чистенько, уютненько. Раньше в этом здании была школа, потом ее закрыли, и в 2010 году на ее месте открыли отделение круглосуточного пребывания. Постояльцы — это люди в возрасте, которые приезжают сюда со всего района. Их здесь 27 человек. Эти дома построил колхоз еще в 80-х годах, а потом выдавал квартиры своим работникам. Мы уже заселились, поженились и заселились в эти дома, вот построенные дома эти. Сейчас приватизировано, а раньше колхоз давал квартиру. В Пентагоне мало, Пентагон называем, 2-этажки. Пентагона? Почему? Это в каждой деревне так называется, Пентагон. Отопление? Печь, дрова. На дровах. Да. Раньше, как был колхоз, была центральная котельная,
было водяное отопление, централизованное. А потом что стало? А потом, как колхоз, Советский Союз распалась и вся система. Это местный ФАП. Да, вот только повышли женщинки. И ходят, приходят на прием, на процедуры приходят. А что просто там давление померить? Ну, в общем, у меня других приборов нет. Я только по давлению могу судить. Если какие-то нюансы, там, вижу, что там сбился ритм, что-то неполадки с давлением, значит, я его куда-то отправляю или вызываю скорую. А вот к Новому году здесь вы сами все украшали? Конечно. Это же старый дом. Отделение почты в Буханке приезжает сюда каждый день, кроме понедельника и воскресенья. Если платежи делают, так, оформляют, там, за телефоны платят, за свет, за ЖКХ, за вывоз мусора. Вот. Ну, где-то что-то покупают, если здесь есть. Вот. А шофер в это время разносит газеты по домам. По домам. А здесь только наличными платят? Здесь есть карточка. И карточка Да, можно да, расплатиться. да. Телевизор смотрите? Телевизор смотрю, книги не читаю, разгадываю кроссворды. Повязать, телевизор посмотреть. Ну, А что смотрите? я в основном мелодрамы, ну что-то юмористическое, ну такое легкое, чтобы не... Ну, ужастик на ночь посмотреть, чтобы потом спать хорошо. С Латвии нет каналов? Но там все на латышском языке, там неинтересно ничего смотреть. А вы по-латышски говорите? Ну, понимать я понимаю, но разговаривать, конечно, нет. Иногда во сне так что-нибудь пробормочу на латышском языке. Потому что некоторые там молодежь и рванула типа в деревню. В Браславе вообще скукотища. Мы вчера даже проехали, там скучно, там нечего делать. Ты вышел, он сделал мангальчик, разжег, все, у тебя уже огонек, у меня дома камин горит, зажгла, все. Уютно, классно, чашечка кофе, там бокал вина. Часто вот раньше ездили в Латвию? Ну как часто? Как границы не было, так и часто, да. А что делали там? Ну что, у меня там сейчас мать похоронена, сестра живет, племянники. Получку получали, ездили в Латвию. Зачем-нибудь сказать, теперь нет. Был и магазин, и дискотека, там все. И пивовары были, пиво варили. Ездили в гости на коктейли. В Силино ездили за рыбой. На коктейль? Коктейль там молочный делали вкусный. В Браславе еще тогда не было вот коктейлей. Не делали. Молодежи очень много было. Даже с Латвии приезжали. Устраивали дискотеки? Да. А до скольки танцевали? До 5. Сразу с танцев шли на работу. Да. Это теперь молодежь сидит вся в интернетах, в гаджетах. А мы нет, у нас мы зимой из горки катались и на санках. Вообще интересно было. Так это ж каждую неделю ездили на дискотеки. С ответными визитами все время. Они к нам приедут, мы тут пообщаемся, потом мы едем опять к ним общаться. Общаться это что значит? Ну, это обмениваться мнениями. Любезностью. Любезностями, да. Драки устраивали. Ну, причем сразу драки. Дружеские споры. Ездили, собирались, вот через лес и поехал. Кто на мотоцикле, кто на чем. С бандами, да. На лошадях ездили. На лошадях? Да, зимой вот в санки запрягали и го-го, и пошли. За покупками ехать там очень дорого. Евро теперь почти 2,40 купить, это, представляете, а цена такая, даже еще евро выше там. Цены там высокие, очень высокие цены. На закуп туда там, не ездят? Да, не-не-не, на закуп нет. Пройтись, у детей побыть, но в магазины, честно говоря, я никогда не ходила туда. В Латвию почему не хотелось вам уехать? В молодости хотелось. Почему там думали вот поехать туда? Ну, там перспективная работа была все время. Отсюда все уезжали в Латвию уже. И работать. Все друзья там до сих пор работают, назад никто не вернулся. Какая работа есть? Ну, в основном сельское хозяйство, колхоз. Тут совсем мало людей осталось, потому что 12 километров
В колхозе, ну здесь вот ферма одна осталась. Ну, в основном люди уже такого пожилого возраста. Молодежи нет, все уехали. А куда? Ну как бы в город, где на заработки. Ну, у нас уже давно как бы молодежи нет. Раньше в деревне был магазин, а теперь сюда приезжает автолавка. А у вас раньше магазин был в деревне? Да. А что случилось? Сгорел? Сгорел? Да. А как? Наверное, проводка там что-то. Старенький он уже такой. Вот сегодня приедет Евроопт. Завтра с хлебзавода машина будет. В пятницу тоже Евроопт и частная. Вот так. Чего не хватает людям сейчас? Чего? Денег. А продуктов навалом везде. А далеко? Озер у нас много. Вот здесь за Мастерскими там озерко небольшое. Здесь вот два озера, вот одно белое, второе круглое. Ну, такие небольшие озера. На рыбалку ходите? Но я не любитель слишком рыбалки. Это не ваша Да, история. я тихой охотой занимаюсь. А вот лес рядом, дикие животные, как встречаются вам, не встречаются? Всегда перебегают дорогу козы, эти, как это, лоси, да? Лоси. Ага, лоси. Вот когда мы едем автобусом, перебегают дорогу. Кабаны, рыси. Угу. От кабанов убегали когда-нибудь? Нет. Нет? А их пугали? Отпугивали? Конечно. А как отпугивали? Камнями. Камнями бросали? Конечно, шишками. Зайчики, да, они такие глупенькие. Впереди машины чешет там много километров. Впереди не хочет свернуть. У меня на участке очень много пьющих, к сожалению. Очень много. Ну и я ссылаюсь еще на то, что нет работы в основном. Большинства нет работы. Ну вы же им там говорите, не знаю, там, Ваня, ну уже хватит тебе тут пить. Да, да, если бы это, да. Если да. бы помогало. Если бы это помогало. И местные очень дружелюбные. Все мы тут как-то компанейски держимся. Там соседи Казимировну увидел, наверное, первый дом тоже. Да, такая очень позитивная бабуля. Эльвирочка. С людьми не знаю, как кто, но я ничего плохого не могу сказать ни на кого. А вот где вы встречаетесь? Там вот на автолавке? Автолавка, почта, медпункт. Сбор новостей. Да, вот там пока ждем, ну и там все обсуждается, да. Все новости в деревне, все в республике иногда что-то кто-то новое слышит. Ну, вот так и общаемся. Мы уже как начали работать здесь, так и остались. Так суждено. Так суждено. Как-то в деревне надо. Вот как остались работать, так и до конца. В городе мне трудно. А почему? Ну вот не знаю, но я все мое детство, я все время в деревне. Город, у меня дочь живет в городе, я там больше недели не могу. И тянет сюда. Привык по хозяйству такой. Ну, по хозяйству работаю. Лес, отдых, красота. А жить не сложно в деревне? Сложно. Вот теперь сложно. Теперь очень сложно, потому что как бы колхозы уже стали, тоже они в занепадок пришли, обработка огорода. Ну, у нас, спасибо наш староста, который нам помогает, у него трактор. Ну, люди стали уже меньше держать и живут скота дома, потому что тяжело, наверное, с тем, что цены на все повышаются. Родина моя, Родина, ну и что? Я не могу себе представить без природы свою жизнь. Никак. Я бы в городе, наверное, не жила ни за что. Цветы. Да пойдешь в поле, цветы полевые. Все кругом. Это такая красота. В коробках. Все в коробках? Конечно. Квартира — это коробочка. Работа, дома, все. Это деревня. Это жизнь деревенская такая. Что сделаешь? Красота, природа.